Зачем нужна подача? Из чего она состоит? Как усилить подачу? Смотри в этом видеоролике. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев. Я профессиональный тренер по настольному теннису. Здесь я делюсь знаниями и опытами, которые тебе помогут улучшить твою игру. Поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Подача – это основное орудие борьбы в настольном теннисе, и с нее начинается вся игра. Важность подачи неоценима, и если она у вас на должном уровне, то у вас будет преимущество с любым игроком. Чем отличается профессиональная подача от любительской? Любители, как правило, подают подачу либо одной рукой, либо кистью. А как же подается профессиональная подача? Она выполняется так же, как и все элементы, всем телом. Сегодня мы рассмотрим три составляющие подачи. Позиция перед подачей, сама подача и выход из подачи. Пункт первый. Это ваша позиция перед подачей. Позиция имеет важное значение как при приеме, но также и при подаче. Позиция помогает выполнять подачу наиболее эффективно и использовать по максимуму тело, и быстрее выходить в розыгрыш из самой подачи. Вначале необходимо выбрать позицию, наиболее близкую к столу. Не стоит подавать дальше от стола для того, чтобы якобы сильнее закрутить. Чем вы дальше от стола, тем вы больше оставляете времени для реакции сопернику. Чем вы ближе, тем вы оставляете этого времени меньше. Второе. Позиция вам помогает быстрее оказаться в нужном месте предполагаемого приема. Третье. Правильное положение тела при подаче помогает включить наибольшее количество звеньев для участия в ее исполнении. Четвертое. Создать ограниченный визуальный контакт. Если вы встанете прямо лицом к сопернику и будете подавать подачу, ему не составит труда определить вращение, но если вы встанете боком, то у него уже возникнут трудности. Пятое. Правильная позиция помогает очень быстро выйти из подачи, а это самое важное при начале розыгрыша после приема соперника. Подводим итог. Позиция имеет важное значение как при приеме, но также и при подаче. Позиция помогает выполнять подачу наиболее эффективно и использовать по максимуму тела, и быстрее выходить из самой подачи на розыгрыш. Пункт 2. Выполнение подачи. В основном любители подают мячи либо кистью, либо просто предплечьем, или просто не крутят мяч в стали, абы как, и подают. Но когда выходят с игроком высокого уровня, он как орешки щелкает их подачей. Как подать подачу кистью или предплечьем? Часто задают этот вопрос. Ответ один. Всем телом. После этого видео включите любого азиатского теннисиста и увидите это. У европейских игроков это менее прослеживается. Первое. Использование ног и корпуса при подаче. Чтобы эффективно подать подачу, работа начинается с ног, потом энергия передается в корпус, затем в предплечье и в конце только молниеносное движение в кисть с моментальной фиксацией на мяче. После этого подача становится плотной, она имеет давление, ее не отбить, если просто подставить мяч. Быстрой. Даже короткая подача становится быстрой, что оставляет меньше времени на реакцию. Крученый мяч получает наибольшее вращение, и скрытой становится тяжело определить силу вращения. Второе. Использование неигровой руки и маскировка подачи. С помощью второй руки вы можете прикрыть подачу в рамках правил, то есть вы подбрасываете мяч и вторую руку ведете вслед за мячом, а саму ракетку вводите на замах. После того, как мяч набрал пиковую высоту, опускаете руку вместе с ним, тем самым отвлекая внимание соперника. И за момент до контакта отводите руку в сторону и поворачиваете корпус с касанием мяча. Третье. Игра ближе к корпусу. Чем ближе к корпусу вы играете, тем больше визуальных помех для принимающего. Если вы далеко от себя подадите, ему легко определить вращение. А если мячик от вас на расстоянии пару миллиметров, да еще и не видно ракетку на протяжении всей подачи, начинается паника. И когда мяч подлетает к уровню ракетки, она в этот промежуток времени выходит на мяч. И получается у принимающего где-то полсекунды, чтобы собрать информацию. А если подача открытая, то времени на порядок больше. Четвертое. Играть различными частями ракетки. При выполнении подачи можно одним движением дать разное вращение мячу. Если при маятнике выполнить касание нижней боковой частью, мяч полетит с нижнебоковым вращением. Если то же самое верхней, то плоское. Если начать движение снизу и в конце дернуть немного на себя, мяч полетит вверх.
то есть в нем будет верхнее вращение, движение одно, а вращение разные. Выводы. Если вы подаете подачу всем телом и помогаете неигровой рукой, подача становится более сложной, более сильной по вращению и непредсказуемой по направлению. Третье. Выход из подачи. Выход из подачи во многом решает исход розыгрыша. Если вы вышли правильно из подачи и заняли оптимальную позицию, то шансов на победу будет больше, нежели вы останетесь в углу. Выход должен вам помочь встать в правильную позицию относительно приема соперника. То есть, например, вы подаете короткую нижнюю подачу, то вам либо оставят коротко, либо сделают длинный прием. Как выполняется выход из подачи? При исходной позиции вы встаете в определенную стойку, чтобы у вас ноги переносили центр тяжести вперед. Если вы встаете на маятник, то у вас левая нога впереди, правая сзади. В момент подброса рука с ракеткой уходит на замах и вес тела в правую ногу. После этого вы начинаете одновременно с ракеткой переносить вес тела с правой ноги на левую. И в момент касания вы должны донести вес на левую ногу и по инерции провернуться на носке левой ноги и выйти в нейтральную стойку. Первое. При выходе из подачи сохранить равновесие и чтобы центр тяжести был на обеих ногах. Второе. Если вы подаете короткую подачу, то выпрыгивайте в полшага от стола. Если вы подаете длинную, то выпрыгивайте из подачи и маленький прыжок назад, потому что прием будет в большинстве случаев длинный. Третье. Если подаете подправо, выходите чуть больше к правой половине. Если влево, то остаетесь ближе к левому углу, чтобы отыграть слева или успеть на заход. Но есть такие детали. Запоминайте, как игрок принимает подачу. Если короткий он отдает в край стола, то выходить как по длинной. Запоминайте, куда игрок принимает подачу. Если при подаче влево он принимает больше в прямую, то смещайтесь в правый угол. Если при подаче направо играет по прямой, то ближе к левому. Запоминайте, каким элементом принимает подачу. Если игрок сразу делает топ-спин по длинной подаче, отпрыгиваем сразу дальше назад на блок или контратаку. Если подрезает, то остаемся ближе к столу, ведь нижнее вращение упадет раньше. Это все зависит также от направления вращения, которое вы даете при подаче. Если левое боковое подправо, то соперник вам не сможет сыграть косо влево. Если правое боковое налево, то косо вправо. Если это учитывать, это даст вам преимущество в розыгрыше со своей подачи. С каждым игроком вы настраиваете выход подачи ровно настолько, чтобы вам было комфортно входить в розыгрыш, поэтому советую вам добавить этот фрагмент, о нем вы мало где узнаете. Что с вами происходит, если вы не выходите из подачи? Вы остаетесь в углу, вы стоите близко к столу, вы не успеваете на косые мячи, вам приходится добегать до мячей и вы теряете равновесие. Посмотрите матчи профессиональных игроков, и вы заметите, как они выходят из подачи. В следующих роликах я расскажу о приеме подачи, как необходимо ждать подачу, как понять, что вам подадут и как на нее реагировать. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Также не забывай оставлять комментарии, я отвечу на все ваши вопросы. И делитесь видео с друзьями. До встречи!